Я взял все свои накопления и вложил в одну акцию. Не дебил, что ли? То, что пишется в газете, это значит, уже пишется для лохов. Игорь, наверное, время покупать. Tesla — это последняя компания, которую я сегодня купил. Красавчик. Интересное, жареное, про крипту. Основная масса пользователей биткоина — нелегальный черный рынок, наркобароны, террор, проституция. Аларм. Купите индекс и спите спокойно. На крипте можно зарабатывать деньги? В чем секретный соус? Я отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, и не важно, где ты рос. А в чем секретный соус? Окей, я еще раз отвечу на этот вопрос. Так, друзья мои, добрый вечер. Те, кто хочет пассивный доход сформировать, те, кто хочет разобраться, наконец, с инвестициями, те, кто хотят поправить свое финансовое положение, при этом без чрезмерных усилий, это видео, этот вечер для вас мы дарим вместе с моим другом и партнером Андреем Мишунским, привет, с которым мы в свое время основали компанию Private. Помимо вот этой деятельности в Private, да, которую мы с тобой делаем, ты же еще и частный инвестор. Скажи, за прошлый год какая твоя доходность была? Давай, вот просто цифру конкретно. Ну, за год было 161%, я сгенерил 161%. Так, все, давай. Я не знаю, что происходит. Не, вы что, верите? Ты можешь цифры показать, да? Ну, есть скриншоты цифры, какие-то, да. выписки. 161,27. Вот тут не даст соврать, потому что тут трекит мой портфель. И при этом ты только 2700 по рейтингу TipRanks. Да. То есть есть еще кто? Да, потому главнее. что я это сделал у меня портфель был где-то 80 акций, но при этом это 161%, которые я сгенерил за последний год, ну чуть больше, там где-то 14 месяцев выходит. И ты уже вывел деньги, я так понимаю, ты что там, квартиру купил или что? Ну, вывел деньги. То есть ты реально, подожди, да, это да, вот да. не как вот, знаешь, там, мы там инвестируем, зарабатываем и потом такие… Да. То есть ты реально в кэш их вывел, ну, за квартиру Ну, заплатил? я считаю, что сейчас я больше в кэше сижу, потому что я считаю, что рынок сейчас уже слишком уже надутый, и я ожидаю, что будет чуть-чуть падение, откат где-то 30-40%. Уже у меня был очень большой китайский портфель, я его вывел перед откатом, который начался. Я, ну так, повезло, можно Подожди, сказать. а что ты мне не сказал-то? Ты что, а я там летел немножко, там нормально, конечно. Да? Но сейчас откатится все назад. Я сейчас наоборот, я сейчас снова скупил. Я сразу отнесусь, я, кстати говоря, перед этим скажу, что 61%, но это не так важно. Смотрите, сейчас самый важный момент, да, в портфеле, это если, ну, там, тот, кто купил Тинькофф, там, год назад, сделал бы 700%, да, ну, но есть игра в казино, то, что я поставил фишку, она выросла, но это не делает из тебя гениального инвестора, это говорит, а тебе повезло, да, ну, поставил на 2, 3, 4 акции, они сильно выросли. У меня были акции, я и тоже купил и Тинькофф, когда все упало. У меня были акции, которые выросли и 700, и 800, и 900%. И были акции, которые выросли 50% всего. В среднем, когда на 80, и были акции даже, которые я не попал точно. Но это ничего страшного, надо, чтобы в портфеле. У меня в среднем я купил 80 акций, у меня был портфель. И вот у меня было 85% попаданий, точно я купил акции. А средняя акция дала мне, в среднем акция дала 58%. Что вот это очень важно. Сколько дает тебе в среднем акция? Не то, что тебе одна дала 700%, да, какая-то дала. Какие-то дали мне минус. Вообще, среди частных инвесторов, ты вот знаешь своих друзей, знакомых вообще, кто больше зарабатывает, а кто больше теряет? У тебя какая твоя персональная статистика? Ну, из моих друзей, те, кто сейчас зарабатывают, те, кто все-таки больше из мира инвестиций, конечно, смогли заработать. Но тут вопрос такой всегда. Заработали они лучше, чем индекс? Всегда сравниваю себя не с самим собой, ой, я заработал больше, чем 0, а в сравнении с индексом. Вот я сейчас ничего бы не делал, пошел купил бы S&P 500, что это просто 500 крупнейших компаний мира. Относительно к индексу больше теряют. 3-5 основных ошибок инвесторов. Ну, давай, начинающих. Когда мне было 23, Да. я взял все свои накопления. Все были начинающие. Да, я взял все свои накопления и вложил в одну акцию. Потому что я прочитал… Не дебил, что ли? Вот был, ну отлично, но это меня сподтолкнуло потом пойти учить экономику, менеджмент, закончить и пойти. Давай, красавчик.
ошибки приводят Сколько к выводам. потерял? Подожди, сколько? Ну, там на тот момент это было 15 тысяч долларов. Я там, да, для меня в 23 года Подожди, 15 на тысяч тот момент долларов это какой было. год? Какой год? Ну, сколько? 17 лет назад, это 2004. Ну, слушай, Да. солидная сумма. Ты Да, зря да, так да. говоришь. Так все, я поставил на одну акцию и уверен был, что я прочитал сейчас первая ошибка. Газету прочитал. Нет, ты смеешься? Знаешь, сколько людей до сих пор так же действует? У нас даже есть корреляция между как действует акция и газета. Если, например, когда пишут в газете, что «Вау, сейчас Покупаем. Илон Маск, все, видите, акция идет». Вот то, что с Теслой произошло. кстати, сейчас это- Сразу бум, произошло. И все мне звонят: Игорь, наверное, время покупать. И все Я говорю: покупают. ребята, пожалуйста, пожалуйста. Да, это все наоборот. Никогда, да, то, что пишется в газете, это значит, уже пишется для, извините, для лохов, которым уже, как вы знаете об этом последние. А первый закон: никогда не читайте то, что пишут про акции, потому что это покупается. Это все покупается для того, чтобы вы именно разгонять акции. Это называется разгон акций, пиарится, специально выпускается Первая инфа. ошибка. Поводы, Да. не читайте И то, что первая пишется. ошибка — инвестировать по публикациям в газетах, Не, журналах. не инвестировать. Не инвестировать Ну, по публикациям в то есть газетах и нельзя журналах. инвестировать по публикациям газет. Наоборот, Вторая- если по какой-то акции много публикаций, прям из всех щелей и так далее, внимание, аларм, внимание, будьте осторожны. Это самый вот такой вот момент, да. Значит, вторая вещь: не инвестируйте в 1, 2, 3, 4 акции. Это, просто, не надо делать маленькие. Если вы уже инвестируете, создавайте портфели, создавайте от А до Я. Это вторая ошибка, создавайте, есть такая золотая цифра, говорит, 25 акций, уже после этого неважно, у тебя 100 или 25. То есть типичная ошибка начинающих инвесторов: ва-банк, там одна акция или 2-3, вот я точно знаю, и потом бах, они сгорают, и Третье – это не инвестируйте никогда на горизонте 1 или 2 или 3 месяцев. Это фундаментально, это неправильно. Тогда вы играете в казино. Потому что вы купили шикарнейшую компанию, но при этом вот сейчас, как в Китае происходит, очень плохой фон, просто рыночный фон. Там новости плохие. Что делают умные инвестора? Они сидят, смеются, когда рынки падают из-за плохого макроэкономического фона. они в отпуск идут. Да, они наслаждаются, они сидят в кеше и начинают покупать акции шикарнейших компаний, которые растут, когда фундаментальные показатели компании растут. Я абсолютно, Андрей, с тобой согласен. Значит, бумаги Сбербанка, которые я купил, потом продал, да, а сейчас они выросли в 8 раз от того момента, как я их продал, а я тоже что-то дергался. То есть я тоже все это дело на себе прошел, подтверждаю, Андрей. Я все-таки тебя хотел спросить о таком варианте инвестирования, который мы с тобой открыли для себя и стали крупнейшими акционерами этой компании, T-Pranks. Расскажи, пожалуйста, об этой модели, так называемая инсайдерская торговля, когда ты смотришь за преуспевающими инвесторами и делаешь, как они. Почему была основана компания T-Pranks 8 лет назад? Она была очень основана на очень шикарнейшем примере, когда рекомендовали мы основателю T-Pranks, когда 8 лет назад купить какую-то акцию. Он купил эти акции по рекомендации банкиров, и он проиграл деньги, а потом узнал, что банки сами сыграли в обратную позицию против него, разозлился, и он сказал: так, а теперь я буду всех вас проверять, какие у вас результаты, чтобы я знал, кому доверять. И самая большая проблема сегодня в инвестиционном мире — ты не знаешь, кому доверять, потому что профессионалы свои секреты не раскрывают. Они, я вам сказал, деньги любят тишину. А если у тебя есть тихая инсайдерская информация, ты не побежишь рассказывать ее всем. Но из-за того, что T-Pranks стал платформой, где ты обязан регистрироваться, чтобы быть в качестве, и играет теперь эго, у нас 500 000 портфельных менеджеров и аналитиков, и управляющих хедж-фондов, которые зарегистрированы, и они все измеряются показателями сегодня на нашей платформе. Мы следим за каждым инвестором, и мы стали сегодня стандартом, что до такой степени, что если вы хотите найти сегодня в инвестиционном банке, в Goldman Sachs или в JP Morgan крупнейших банков Америки за работу, вы должны быть зарегистрированы у нас, и за последние 2 года мы будем следить за вашими этими. Если тут нету больше болтовни и резюме. Была такая история, значит, одна женщина, ее уволили из одного банка, а она подала в суд, что ее уволили с оговоркой, что у нее низкий рейтинг на T-Pranks. Получается, T-Pranks компания, рейтингующая, да,
ваш перформинг, как вы это самое, она начинает быть настолько влиятельной, что на нее смотрят ведущие работодатели. Круто. Знаете, я еще один курьез расскажу. Давай. Есть такой канал CNBC, ну, такой финансовый канал в Америке, известный, очень большой. Они бы хотели сделать с нами сопередачу совместно с T-Pranks, где мы бы показывали рейтинги разных аналитиков, и они бы интервьюировали, и у них есть 15 основных там таких спикеров, которые выступают у них на CNBC. И когда мы подняли их рейтинги, мы увидели, что они такие плохие инвестора, что они отказались делать эту передачу с нами. Да, потому что лучшие их спикеры оказались худшие инвестора. Так что не всегда, кто хорошо говорит, реально хорош в деле. Ребятам что делать? Обращаться к банкирам, к советникам, к брокерам, с чего начать? Ну, для начала просто подпишитесь на BestTalks. Вот для этого просто зайдите, подпишитесь на BestTalks, и вы получите уже доступ к 500 тысяч Ну, то есть это профессионалам, T-Pranks, русифицированный, да? Можно, да, ну, это дочка T-Pranks, а в России мы сделали с биржей Санкт-Петербургской, для того, чтобы люди перестали слушать уже таксистов, да, которым говорят, вот, блин, покупай Теслу, да? Теслу покупай. Да, ну, просто 10 тысяч акций. Тесла — это последняя компания, которую бы я сегодня купил бы, только продавал бы. Но просто записались бы и шли бы, и фоллоуапили по одной простой причине. Просто вот фоллоуапили людей, которые за это получают... Фоллоуапили — это следовали людям? Следователи, да. Ну, так же, как вы вот в Инстаграме подписываетесь. Можно подписаться за человеком, который профессионально получает миллионы долларов в большом банке, чтобы быть аналитиком конкретно определенной индустрии. Не делайте то, в чем вы не разбираетесь. Если вы вообще ничего не разбираетесь и хотите поиграть в казино, сходите в казино, я не знаю, где есть казино, там куда-то поезжайте в Европу, сыграйте в казино, либо купите индекс. И спите спокойно. Статистика показывает, что на горизонте 5 лет всегда индекс падает. Ну, там нет азарта никакого. Просто купили что-то, что будет расти, давать там 5, 10, 15%. Почему будет расти? Потому что население мира растет, компаний становится больше, инфляция и обороты компании увеличиваются. Все. Да, и индексы изначально уже отсеяли хорошие компании для вас. Я прочитаю несколько вопросов, которые нам приходят. Значит, первый вопрос. Мне сегодня исполнилось 32 года. Какое ваше финансовое состояние было в мои годы, Андрей? В 32 года я управлял инвестиционным фондом в Москве. Финансы, был $1 миллион, может быть, там, чуть больше. Вот так вот, миллион. А у вас сколько? Напишите в комментарии. В 32 чуть больше было уже. Дальше вопрос. Можно ли купить акции Технониколь? Отвечу. Вопрос ко мне. Технониколь — частная компания, акции не продаются. Такая корова нужна самому. Но вот мы же сейчас делиться хотим, да? Именно поэтому мы в прайтеке мы другую немножко модель принимаем, да? Все-таки Технониколь — это такая классическая производственная компания, давайте так, она произошла в 90-е годы, она хорошо развивается, это вот такая вот история дивидендная для меня, да. А вот в прайтеке мы строим модель, когда мы не просто создаем стоимость, мы ее еще шерим, разделяем с людьми, которые вместе с нами вкладываются в эту компанию. Просто Технониколь купить акции нельзя, а прайтек скоро можно будет. Через пару лет, я думаю, мы выведем на биржу акции. Итак, сбережения в чем держать сейчас, доллар или рубль? Вот такие простые вопросы, Андрей. Рубль или доллар, я думаю, всегда балансно. Если вы живете в России, держите тогда какой-то баланс в рублях, потому что вы пользуетесь рублями, это, вам по-любому инфляция какой-то процент, и какие-то деньги в доллар, всегда сбалансированно держите. Я только добавлю одно, что если у вас меньше 150 тысяч рублей доход, я бы так сказал, слушайте, может быть, вообще рано говорить об инвестировании, там, акции и так далее, да, 150 тысяч — это такой, все-таки пакет небольшой. Но от 150 можно уже начинать инвестировать. Вот если у вас 300 тысяч рублей доход месячный, пытайтесь сделать источники пассивного дохода, акции, облигации и так далее. Андрей, я хотел тебе задать самый главный вопрос, который интересует. Вообще инвестиции без риска возможны? Потому что в рекламных сообщениях некоторых деятелей я вижу: инвестирую без риска, гарантия там 100%. Коротко, про Майдова, наверное, все слышали, который давал стабильно 10% годов, он давал каждый год. И так его и вычислили. Как поняли, что у него что-то пирамида, потому что он каждый год давал стабильно по 10%. Все, кто вам предлагает стабильный доход, это пирамида. Такого не существует.
Все очень просто. Есть инфляция. Если это ставки ниже инфляции, и, ну, это нормально. логично, это тогда все просто. Ну, там про, ну, да. Тогда Если, ну, не, это, ну, если вы в рублях получаете 2% годовых, Хорошо, тогда обман. это плохо. Да. Но если вам дают стабильно, там, вот, я вам гарантирую 14-15 и существенно выше инфляции, это невозможно. И самый лучший инвестор в мире Уоррен Баффет делает 13,5% годовых за 49 лет. В среднем у него было за 49 лет в среднем было 13,5%. Да, есть фонды, которые показывают и 20%, да, но при этом они все говорят, ребята, мы играем в риск. Мы играем и понимаем, что мы делаем. Что такое риск? Риск – это ты делаешь что-то, что ты в нем не понимаешь. А когда ты понимаешь и профессионально этим занимаешься, то тогда ты можешь заработать, но ты можешь и не заработать, потому что все может быть. Никто не знал, что COVID ускорит определенные компании и замедлит другие компании в 2020 году. Но никто тоже не знал, что тут машиностроение замедлится, а обучение и диджитал пространство ускорится. сейчас будет кое-что интересное, жареное про крипту. Андрей, итак, акции или крипта, что ты вообще думаешь о криптовалюте? Давай, расскажи об этом, потому что я так часто об этом говорю, но теперь ты здесь. Я инвестирую только в создание ценностей и создание ценностей. Если вы не несете ничего полезного в этот мир, да, ну зачем вообще тут? Инвестируя в крипту, вы не инвестируете ни в чего. Вы инвестируете в спекуляцию. Да, придут очень, скажут, блокчейн, это будущее. Во-первых, блокчейн существует 30 лет, давайте начнем с этого, окей? Блокчейн, уже технологии писались на блокчейне 30 лет назад. Когда вы покупаете, в 2010 году криптой пользовались просто ребят, которые узнали об этой технологии и создали биткоин. Узнали первый раз. В 2011 году в этом пользовались только наркобароны, которые гоняли деньги. Потом туда добавилось террор, туда добавилась проституция, ну и все, что нелегальное отмытие денег. И сегодня основная масса пользователей биткоина до сих пор является нелегальный черный рынок. Биткоин вы покупаете, помощь кому-то отмывать деньги для этого. Все, вот что вы покупаете. Теперь, да, вы скажете, сейчас есть другие. Да, есть Ethereum, есть прекрасные, хорошие инструменты, которые были придуманы. Только давайте теперь обратим внимание, что было придумано. Ethereum это не валюта. Эфир, да. Это не валюта, окей? Да, ее называют валютой, но крипта это не валюта. Это актив, который вы можете купить. И Ethereum, если вы купили, и вы строите код, например, и аппликации, то вам нужен Ethereum для построения. Но не для спекуляции. А так зачем? Ну идите, спекулируйте, билеты покупайте на Динамо Москва, там, я не знаю, там против Спартака. Можно спекулировать на всем, можно кирпичи перепродавать. Ну хотя бы в этом будет еще более большая польза, да. Но тут вы просто гоняете воздух. Просто гоняется воздух. Хорошо, Андрей, твое мнение понятно, что крипта сама по себе это инструментарий какой-то, но он не создает, он не основан ни на чем, он не создает ценности. Но с другой стороны, ты говоришь, что эфириум, ну как, код создает ценности, это вот эти кусочки блокчейна, на них можно что-то построить. Давай так, на крипте можно зарабатывать деньги? Как спекулянт можно зарабатывать на всем. Да. Вы запомните, что крипта была основана анархистами, которые не хотели, чтобы кто-то мог отследить, откуда источник денег. Концептуально это такого не может быть. Okay? Спросите у меня, будет ли крипта? Будет крипта. Но она будет под регуляцией. Как только регуляция дойдет до крипты, вся спекуляция остановится там. Вот когда регуляция дойдет до крипты, что каждый источник крипты должен быть, и это будет, и все банки примут это, станет, то это снова попадает обратно, ну это просто электронная монета какая-то. У меня два человека, которые заработали на крипте, один 500 миллионов долларов, другой 200. Правда, другая 1000 людей, которые я знаю, они все просрали. Зарабатывает на крипте 1 из 1000, может быть даже меньше. Поэтому это такая вот история, знаете, как примерно ставки на спорт. Если кто ставил на спорт, если кто заводил деньги в торговлю, какими-то бинарными опционами, если кто пытался там играть какие-то фьючерсы, да, заводить-то заводили деньги, но вывести назад никогда не получалось. Поэтому акции или крипта, Андрей конкретно выбирает, видимо, акции. Акции это созидание. Собственно, ребят, вот я бы хотел на этом уже и закругляться. Мы будем показывать, делиться, рассказывать, потому что, наш такой выбор, вот, надо делиться. На самом деле, наша такая, идея или идеология с Андреем это следующее. Чем больше богатых людей,
тем жить лучше. Я хочу не просто, чтобы было людей богатых больше, хочу, чтобы было более счастливых людей. Потому что если я могу поделиться чуть-чуть частью от себя, кусочком, так что и человек станет более от этого чуть счастливый, мне от этого, и потом где-то напишет: Андрей, спасибо, мне вот этого будет уже огромный кайф. Итак, ребят, на этом заканчиваем. На самом деле вариантов, как приумножить свое состояние, много. Еще больше вариантов, как его просрать. Для того, чтобы его не просрать, надо внимательно слушать людей, которые кое-что про это знают. В открытом доступе всегда от нас будут информация, давайте так, для всех, для тех, у кого есть возможность инвестировать $100 в месяц из своего дохода. Я сразу с Андреем рекомендую купить индекс у любого брокера, в любом банке, там Тинькофф, Сбербанк, Открытие, слушайте, сейчас много вариантов. Покупайте несколько индексов. Да. До $100, пожалуйста, купите какой-то индекс и каждый месяц докупайте это и все. Но если у тебя чуть больше, например, $100, да, и ты хочешь зарабатывать больше, чем индекс, go в закрытый канал. Собственно говоря, причина, почему закрытый Инстаграм я решил сделать под названием «Инвестирую как Рыбаков», это. Слушайте, берите наши ошибки, которые мы с Андреем совершали, да, используйте их, так, чтобы, используйте информацию об этом, чтобы не совершить эти ошибки. Сэкономьте свои нервы, деньги, здоровье, вообще все сэкономьте. Спасибо, Андрей. В чем секретный соус? Отвечу на вопрос. У всех людей разный рост, неважно где ты рос. В чем вопрос? Это секретный соус. Это секретный соус.